Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. И вы сегодня на совместном проекте под названием «Лоскутная осень», где 9 замечательных мастериц порадуют Кроме вас меня, своими это еще работами. 8 каналов. «Жизнь прекрасна» Ольга Козулина, «Ассорти с Валентиной», «Уральская кудесница», Валентина Никита, Алла Кобец, Зульфия Тинана, «Сделано с любовью», «Вдохновение с Мариной». И сегодня я буду с вами шить сумку «Осенний листопад в городе». Это будет сумка-шопер, а декором будет аппликация в виде домиков. Я за основу взяла вот такое полотно из старых джинсов размером 43 на 40. И дальше домики. Конечно же, из джинсов, домик из гобелена, из легких летних брюк и даже из шелковой ткани. Домики все без крыш, и только вот этот домик я вырезала очень удачно. Кусочек такой попался вместе с крышей. Окошки. Вот на этом полотне окошки я вырезала из дублерины и сразу же их закрепила горячим утюгом. Остальные окошечки я закрепила на клеевой паутинке. Можно, конечно, и клеевым карандашиком. И сейчас я все это прошью швом зигзаг. Раньше я сразу же пришивала на основу. Но на маленьких участках это делать легче, поэтому я решила сначала оформить домики, а потом уже соединить с основой. И вот они, отстроченные домики. На дверях я обозначила ручки, на окнах переплеты. Но прежде чем это отстрачивать, я укрепила шелковые и тонкие ткани, укрепила дублерином. И теперь я начну располагать домики на основе. Понятно, что детали, которые находятся на переднем плане, они частично перекрывают те, что находятся сзади. Ну, как-то вот так. Понятно, что это не окончательный вариант. Еще я вырезала крыши. Домики без крыш не бывают. После того, как меня картинка устроит, я закреплю детали на основе с помощью клея-карандаш или сколю булавочками. И потом под машинку и отстрочу также швом зигзаг. Сюда будут добавляться еще детали. По мере того, как будет меняться картинка, я вам буду показывать. В свободном углу поместила дерево. Я его вырезала из такого вот толстого трикотина. Края его не осыпаются, поэтому я их пристрочила просто прямой строчкой. А из ткани с рисунком, вот с таким, на мое счастье оказалось, я вырезала листочки. И пришила я их изнаночной стороной, чтобы приглушить яркость цвета немножко. Пришила я листики швом зигзаг. Внизу положила лоскутики, изображающие какую-то зелень. А наверху, над домиками, из подходящих лоскутиков в цвет осеннего леса, я изобразила такие деревья, лес где-то вдали. И, по-моему, получилось неплохо. Итак, я закончила с картинкой. Если опять что-то не придет в голову, такое бывает. Сейчас я осноравлю, выровняю края. В размерах здесь мало что изменилось, практически те же размеры остались. И вырежу заднюю часть сумки и детали подкладки. Так, и вот лицевая сторона, задняя деталь.
И точно такого же размера две детали из подкладочной ткани. Цвет я подобрала такой ржаво-рыжий, в цвет рыжей осени. Еще я выкроила деталь кармана размером 24 на 16. Закрепила дублерином. Первое, что я сделаю, я пришью карман. Я заутюжила края, застрочила верхний срез. И теперь, определив, в каком месте у меня будет карман, я сначала пришиваю по нижнему срезу, затем, подвернув, прокладываю строчку еще по 3 сторонам. Я пришила карман, а дальше детали верха и детали подкладки складываем вот таким образом лицом к лицу и сострачиваем с 3 сторон. После того, как соединили швы, мы формируем уголочки. Разводим припуски на швы в разные стороны. Ширина донышка у нас 7 сантиметров. Лишнее я срезаю. Так, а в боковом шве оставляем отверстие для выворачивания. Ну и все то же самое мы проделываем и с верхними деталями сумки. Но швы в джинсовых деталях я разутюживаю. Хотя джинсы эти тонкие, легкие, но тем не менее. И теперь пришиваем эти ручки. Я нашла середину. Расстояние между ручками 16 сантиметров. Так, то есть вот так они будут пришиты. Вот таким образом я выворачиваю их и скалываю. Так вот я сколола. То же самое я сделала со второй ручкой. И теперь мы сумку вывернем. Вот я вывернула сумку. Ручки у нас остались внутри. Подкладка наша лицевой стороной наверх. И лицом к лицу мы сейчас ее вставим вовнутрь сумки. Я совместила боковые швы, подкладки и наружной части сумки. И теперь основную деталь сумки и подкладки я соединю, прострочив по верхнему срезу. Я соединила детали через боковое отверстие. Моя рука внутри, выправляем уголочки и выворачиваем. Перед тем, как соединять подкладку и наружную часть, обратите внимание, чтобы ваш карман оказался у задней стенки сумки. И вот это отверстие, через которое мы выворачивали сумку, я сейчас зашью. Итак, перед вами готовая сумка с таким рисунком. Называется «Осенний листопад в городе». Нижняя сторона ручек и подкладка перекликаются с листочками на картинке, с цветами осени. Внутри 2 кармана, укрепленные дублерином. Размер сумки в готовом виде 39 на 41, ручки в готовом виде 48 сантиметров, ширина ручек 3,8. Кстати, в конце видео я оставлю ссылку на мое видео, как сшить такие ручки, потому что меня в комментариях спрашивали, я эти ручки шью не первый раз, такие видео у меня были с такими ручками. Мне нравится эта сумка, нравится, что она легкая. Здесь джинсовая ткань тонкая.
нравится размер. И ходить, конечно, с такой сумкой можно не только за покупками. И сейчас с этой сумкой я отправлюсь в гости на другие каналы. Мне очень интересно, что приготовили наши мастерицы. Вы тоже обязательно зайдите и посмотрите. Я знаю, что это будет очень-очень интересно. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь в соцсетях. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.